Друзья, где же в нашем мозге находится тот рычаг, который возвращает нас в состояние «могу», «хочу», «делаю»? Как выбраться из этой липкой паутины, которая образована из лени, прокрастинации, хронической усталости? Как снова наполнить свою внутреннюю батарейку энергией и вдохновением, несмотря на то, сколько нам лет, сколько у нас детей или же какую должность мы с вами занимаем? Знаете, мы редко задумываемся о том, что именно уровень нашей жизненной энергии – это и есть тот фундамент, на котором, по сути, держится все остальное. Наша удовлетворенность жизнью, наша рабочая продуктивность, наша стрессоустойчивость, качество наших отношений и, самое главное, наша способность с вами мечтать и реализовывать самые яркие цели. И первый сигнал дефицита жизненной энергии, знаете какой? Банальная раздражительность. Бесит все: люди, обстоятельства, даже обычные мелочи. А в голове пустота или такой мыслительный шум. Нет сил, нет вдохновения, и даже бывает противно общаться с самой собой. И знаете, что самое интересное? Что очень многие люди себя сейчас чувствуют именно так. Особенно те, у кого есть действительно огромный внутренний потенциал, но он буквально в каком-то спящем режиме. И знаете, что я хочу вам сказать, как врач и человек, который уже 30 лет занимается нейронауками? Вы точно не ленивы, вы просто перегружены. И вы на самом деле не одни. Очень много людей сейчас хотят, но не знают, как начать жить по-другому. И именно поэтому я создала программу «Фундамент жизни». Она основана исключительно на последних открытиях нейронаук. И как врач и основатель Академии ментальной эффективности я совершенно точно знаю, что это полезно, эффективно и, самое главное, безопасно. Потому что тысячи моих учеников уже вернули себе энергию и покоряют те вершины, о которых они раньше даже боялись мечтать. И сегодня я с огромным удовольствием хочу рассказать вам о технологии, которая помогает вернуть блеск в глазах, которая восстанавливает работоспособность, которая дает вам возможность снова чувствовать вкус жизни и не зависеть от того, что скажут окружающие. И знаете, это не мотивация на вечер. Это научно обоснованная настройка вашего внутреннего состояния. И поэтому я говорю о базовых современных методах, которые совершенно точно работают. Потому что жизненная энергия – это не миф. Это нейробиология, это митохондрии, это нейромедиаторы, это образ напряжения и восстановления, сложенный в правильную конструкцию. И давайте для начала определим с вами вот что. Без анализов же очень сложно работать дальше. Поэтому определим, какие у вас есть признаки, которые указывают на то, что энергетический дефицит все-таки существует. Потому что есть 4 группы. Это физические, эмоциональные, когнитивные и поведенческие критерии. Я предлагаю вам пройтись по каждому из них. Итак, смотрите, физические признаки дефицита жизненной энергии. Прям можете отмечать карандашиком, загибать пальцы или же просто смотреть на слайд. Усталость даже после сна, когда вы просыпаетесь, вроде бы спали 7, 8, 9 часов, а состояние такое, как будто мешки разгружали всю ночь. В течение дня сонливость, как сонная муха. По крайней мере, к обеду совершенно точно. Утомление даже от простых задач. То, что раньше щелкалось как орешки, сейчас вызывает крайнюю усталость вашего мозга. Появились головные боли, появилось непонятно откуда напряжение в теле. Очень медленно стали восстанавливаться после нагрузок. И присоединились частые простуды и признаки того, что иммунитет в принципе снижен. Теперь вторая группа – эмоциональные признаки. Как я уже сказала, раздражительность и вот это вот снижение терпимости, когда то, что раньше мной выдерживалось на эмоциональном уровне совершенно спокойно, теперь как вот масло в огонь. То, что радовало раньше, больше не радует. Мотивация и желание на нуле. Такое чувство опустошения. И самое интересное, что вина за ту лень, которая на самом деле этим истощением обусловлена. А кроме этого нарастает тревожность, нестабильность, потому что вы видите, что вы снизились в своей производительности, вы не так эффективны, как раньше. Вы
провоцируете конфликты и ссоры, возможно, с теми людьми, которые вам дороги и близки, и нарастает чувство вины еще больше. А что касается когнитивных признаков, они тоже очень-очень яркие, и это прежде всего такой туман в голове, рассеянность, как будто я просто продираюсь сквозь какие-то дебри и никак не могу увидеть ясное небо. Очень трудно сконцентрироваться, и снижается скорость мышления и памяти. Плюс операционная память, то есть то количество информации, которое мы можем здесь и сейчас в голове удерживать, оно тоже критически падает. Куда я положила ключи, где я оставил очки, что я сейчас хотела сказать, как зовут этого человека, мы только что с ним разговаривали. Это все выходит из чата. Ну и присоединяется прокрастинация, причем очень важно, прокрастинация даже по важным делам. То есть вы умом понимаете, что дело важное, у меня дедлайн, то есть я как бы очень серьезный человек, моя репутация зависит от того, что мне это нужно сделать хорошо и вовремя, но постоянно откладываю. И поведенческие признаки, которые вытекают как следствие из всего того, к чему приводит снижение уровня жизненной энергии, это социальная отстраненность. Вам больше не хочется общаться с людьми, вы отказываетесь от встреч, от общения, от компаний, которые раньше были для вас очень прекрасным времяпровождением. Вы не хотите новых знакомств, новых коллабораций, каких-то проектов. И при этом вы переживаете бездействие. То есть вот такая мыслемешалка в голове, я переживаю по поводу какого-то события, может быть, по поводу нескольких, но ничего не делаю. И при этом повышается тяга к стимуляторам: кофе, сладкое, соцсети. Вот очень важный момент, что энергия поехала вниз. И поэтому, если вы узнали себя хотя бы по одному признаку в этих 4 блоках, я с удовольствием приглашаю вас в программу «Фундамент жизни», в которой и я, и мои тренеры, мы работаем очень слаженной командой, успешно поможем вам справиться с этими проблемами. А приходите, чтобы быстро и бережно восстановить свою энергию, вернуть ясность, фокус и внутреннюю устойчивость. Расскажу, как все устроено для того, чтобы максимально внести в ясность в мою технологию. Программа длится всего 3 недели и состоит из 3 модулей. В первом модуле мы проводим диагностику вашего состояния, потому что у каждого из вас разные причины снижения энергии, и настраиваем персональную логистику для того, чтобы выровнять и удержать необходимый уровень жизненной энергии, который нужен именно вам. Что туда входит? Нейродиагностика, установка причин, почему вы теряете энергию. Мы говорим о нейробиологической страховке, которая активируется уже начиная с 1-го дня. Она содержит 5 пазлов, и первый пазл уже с 1-го дня мы начинаем внедрять в вашу жизнь. Определяем тип вашей нервной системы и на основании этого типа помогаем вам выстраивать тот режим дня и жизни, который не будет вас напрягать, утомлять или вызывать отвращение, а наоборот с легкостью встроится в ваш ритм, потому что он подходит вашему типу нервной системы. Покажу вам сейчас кейс Ирины. У нас уже завершился первый поток этой программы, и мы можем с радостью и гордостью говорить о результатах его выпускников. Итак, Ирина, она копирайтер, она параллельно получает сейчас образование психолога, учится в институте. И основной запрос, с которым она пришла, это то, что выгорание забрало всю энергию и все вдохновение. А вы понимаете, что для копирайтера, для человека творческого это смерти подобно. И, кстати, от любимого дела тоже можно выгореть, если ты не умеешь управлять своей жизненной энергией. А еще очень интересный факт, что более 10 лет Ирину сопровождали проблемы со сном, потому что в свое время она писала свою диссертацию, научную работу, и тогда организм прощал эти ночные бдения, но сейчас, конечно же, нет. В 30 лет природа снимает с нас гарантию, очень важно правильно организовать себе ту самую нейробиологическую страховку и изучить свой тип нервной системы. Но уже первый же эфир, на котором мы как раз-таки эти типы и разбирали, запустил изменения. Уже на 1-й неделе улучшился сон. Вы только представьте, 10 лет страдать бессонницей, и за 5 дней
нормализовать эту ситуацию. Безусловно, стало хватать сил, чтобы проводить вечера с семьей и делать это с удовольствием. Безусловно, легче и быстрее начала идти работа, рождаться результаты. И самое главное, чекап, который мы провели и обнаружили дефициты, тут же начали восполняться. Кроме этого, перепрошилось отношение к себе более бережно, более внимательно, без перекосов. И, естественно, внутренняя устойчивость с пониманием, как ее поддерживать. Потому что вы забираете технологию себе, она остается с вами навсегда. Ну и, конечно же, близкие тут же начали замечать изменения. И мне очень нравится, как сказала Ирина, что теперь я, как будущий психолог, знаю, что я должна быть с нейростраховкой сама и смогу понимать, в каком состоянии находится человек, который пришел ко мне в работу. После первого модуля логично начинается второй, и он про укрепление фундамента жизни. Мы работаем с вашей стрессоустойчивостью, и каждый из вас получает персональный алгоритм восстановления после встречи со стрессовым фактором. А как вы знаете, жизнь сейчас полна стрессов, и изолироваться от форс-мажоров практически невозможно. И хочу с вами поделиться кейсом Виктории. Она врач, по сути, врач – это очень такая стрессовая профессия в принципе. И кроме этого, Виктория живет не в самой спокойной географической ситуации, что тоже накладывает свои особенности. Поэтому она всю жизнь стремилась спасать других. Но, как она говорила, спасать нужно было саму себя. И когда она пришла к нам на фундамент жизни, то состояние энергодефицита было налицо. И основным желанием было научиться увеличивать и, самое главное, удерживать свой уровень энергии, потому что важно было, чтобы его хватало и на свои цели, и на людей, которым Виктория, будучи врачом, помогает каждый день. И шаг за шагом, в своем темпе, Виктория все глубже и глубже знакомилась со своим устройством. И я напомню, что она врач, которая прекрасно разбирается в анатомии, физиологии и так далее, но тем не менее та технология, которую она забирала с фундамента жизни, открывала для нее новые грани мастерства. И самое главное, что ее ключ к изменениям оказался не в скорости и давлении, а в честности с собой и в праве на восстановление. Поэтому что в итоге? Чувство большей опоры и устойчивости. Перестала пить кофе днем, просто больше нет потребности в этом чрезмерном стимуляторе. И жизнь стала вкуснее. Во всем, в еде, в движении, в общении, в результатах. А стресс стал восприниматься как эволюционный рычаг. Это то, что дает вам второй модуль. Как сделать так, чтобы не превращать стресс в то, что вас разрушает, а сделать его своим эволюционным рычагом и в результате него стать мудрее, сильнее, выше, больше, лучше. Потому что главное именно понимать, как устроена механика процесса и как устроена лично я. Поэтому то, что говорит Виктория, я разрешаю себе замедлиться и научиться быть бережной к себе. Сначала вернуть долги себе и своему телу, а уже потом все остальное, иначе свои цели я точно не вытяну, потому что тело – это не такси для мозга, это наш такой же полноправный партнер, как и мозг. Ну и модуль 3 – автоматизация процессов, когда вы уже складываете полностью всю технологию. И я учу вас не только закреплять ваши персональные алгоритмы, но самое главное – снимать мозг с ручника. Да, вы не ослышались, в нашем мозге есть такая структура, которую мы ласково называем ручник головного мозга. И именно плохая работа этой части мозга дает нам состояние, когда мы не можем перейти на новый уровень, когда мы вот прям вроде газуем, но не можем сдвинуться с места. Поэтому, как только мы научаемся снимать мозг с ручника, вы, безусловно, выходите в режим «хочу, могу, делаю». Поэтому давайте познакомлю вас с результатами Зарины. Она живет в Германии, и в декабре ее буквально выключила. Тотальное выгорание, желание что-либо делать потухло, глаза потухли за ним вслед. И это не метафора. Это то, что писала Зарина про свое состояние. И самое эмоционально недопустимое вылилось в состояние «я так больше не могу, я не согласна». А потом, в силу того, что энергии мало, мне все равно. А когда мы замеряем энергию, мы используем специальную программу, то энергия у Зарины была 17%.
а на уровне ощущений все минус 100. Но что в итоге? Сейчас утренний уровень энергии 94%. Возвращение к 4 важным проектам, которые ей очень интересно и результативно делать. И самое главное понимание, а что такое мои ресурсы. Поэтому помимо того, что повысилась работоспособность, возросла энергия, конечно же, улучшились отношения, которые уже были в тупике, появилось чувство ценности в своих действиях, и вот это желание просто «хочу лечь и спать, отстаньте от меня все», оно ушло. «Я чувствую, что я вернулась», сказала Зарина. Итак, как же все будет устроено? В каждом модуле 3 коротких видеоурока. То есть на 3 модуля 9 уроков. Вы точно все успеете. Библиотека нейротехник, которые помогают вам через простые и очень эффективные упражнения достигать подъема энергии, достигать уменьшения стрессовой нагрузки, снимать мозг с ручника и двигаться к повышению своей энергии в целом. Кроме этого, безусловно, рабочая тетрадь, 3 живых эфира со мной, практикумы с вашими нейротренерами. У каждого участника будет свой персональный нейротренер и поддержка в малой группе, плюс персональный чекап, о котором я говорила, и стратегия вашего персонального энергобуста. Как на основании того, как устроена ваша нервная система, ваш мозг, ваш образ жизни, создать работающий рецепт и работающие алгоритмы, а самое главное – внедрить их. Поэтому подробно о формате участия в программе читайте по ссылке к этому видео. А там же вы найдете контакты отдела заботы, куда можно написать, задать любой вопрос, обсудить любую свою задачу и ожидания, которые у вас есть на сегодняшний день. Но самое главное, не откладывайте. Переходите, пишите. Я очень вас жду. И я нацелена помочь вам восстановить ваш уровень энергии для ваших великих дел. Старт совсем скоро. Присоединяйтесь.